Всем привет, друзья подписчики, а также гости канала, с вами Радиус. В этом видео продолжу модификацию китайской радиостанции QIT 7900D с AliExpress. Всем приятного просмотра, поехали! Итак, первая модификация не требует внутреннего вмешательства. Просверленные отверстия на крышке. Это сделано для лучшего охлаждения выходного транзистора и всей радиостанции в целом. Вентилятор на задней стенке работает на выдув горячего воздуха, а без отверстий, по сути, его негде брать. Снимаем крышку. Теперь разбираем всю радиостанцию, отсоединяем переднюю панель и извлекаем плату. Отщелкиваем шлейф. И отпаиваем два проводка. И аккуратненько ее извлекаем. Отпаиваем выводы на динамик, на кулер и антенны Razium. Откручиваем этот радиатор с транзистора. Отпаиваем провода от вентилятора. И отпаиваем антенны Razium. Откручиваем вентилятор. Откручиваем все винты, которые держат плату. После того, как я извлек плату из корпуса, заметил, что у меня в радиостанции стоит 6-ваттный транзистор, а должен быть 15. Они не отличаются внешним видом, но по мощности различия есть. Но что я могу сказать? Китай есть Китай, экономия на компонентах. Здесь применен AFT09MS006N, он 6-ваттный, а должен быть AFT09MS015N, он как раз на 15 Вт. Но что я могу сказать? Экономщики. Из-за этого транзистор и работает в критическом режиме и идет высокий нагрев, и с изменением КСВ на высокий он просто выходит из строя. Придется заказать этот транзистор на 15 Вт, и когда он приедет, перепаяю его. Возможно, сделаю видео, как буду его менять и тестировать.
Так что при заказе обязательно напишите продавцу, чтобы у вас был транзистор именно на 15 Вт, а не так, как у меня. Теперь разберемся с корпусом. Для начала зачищу места, куда прилегает радиатор выходного транзистора и транзистор выходного каскада УНЧ. Это делается для того, чтобы улучшить теплоотвод выходных транзисторов. Итак, вот такой результат получился. Мелкая наждачка. И эти места зачищены до блеска. Еще нам нужно просверлить одно отверстие для разъема СМА для разделения выходов в этом месте. Как советуют на форуме ВРТП, для того, чтобы снизить токовый режим выходного транзистора и снизить его критические параметры, в которых он работает, нужно выпаять токовые резисторы. Вот они. Они стоят параллельно и сопротивление уменьшено. Нам нужно выпаять одно из сопротивлений, и сопротивление возрастет. Тем самым напряжение на выходном транзисторе уменьшится и соответственно потребляемый ток. Следующий очень полезный и нужный мод – это разделение выходов SU45-430 и 250-300 МГц для садком. Если не сделать данный мод, будут перегреваться полосовые фильтры и вылетать пин-диоды. Для этого нам нужно выпаять вот это реле и перерезать дорожки и спаять как на схеме. Теперь сверлим отверстие, чтобы пропустить 50-омный кабель для выхода 250-320 МГц на садку. Вот я уже отметил, в этом месте будет отверстие. Кабель буду использовать RG316 с разъемом SMA-MAMA.
Перерезаем дорожки, как показано на схеме. В этом месте и в этом месте. Делаем очень аккуратно, не спешим. И вот одна из дорожек уже удалена. Все спаивать я буду медным проводом диаметром 0,3 мм. Теперь припаяем кабель. И еще нам потребуется домотать катушку для защиты от статики, для разделенного выхода насадком. Точно такая же остается на диапазон 145-430 МГц. Припаивается эта катушка одним концом к центральной жиле,
Второй конец ее припаивается на массу. Параметры этой катушки 10-12 витков, провода PEV 0,35-0,50 мм. На оправе 3-3,5 мм. На этом модификация с разделениями выходов закончена. Еще нам нужно удалить вот эту катушечку и здесь запаять перемычку. Она как бы есть, ну капнем еще оловом. Еще одна очень важная модификация этой радиостанции – это облегчение режима работы 3,3 вольтовой линии питания. Здесь все запитано напрямую от шины питания через гасящий SMD резистор на 33 Ома, что очень мало. Вот он, этот резистор. Из-за чего происходит дополнительный нагрев платы и очень маленький запас по напряжению. На форуме ВРТП автор Аколбасин, ему огромное спасибо, предлагает решить эту проблему несколькими способами. Первый способ – убрать этот SMD резистор и поставить в разрыв 3-вольтовой линии промежуточный стабилизатор на меньшее входное напряжение, например L7808 на 8 вольт. И второй способ – увеличить этот гасящий резистор до 100-150 Ом и на более мощный. Делать я решил по первому способу со стабилизатором. Буду применять такой стабилизатор L7808 на выходное напряжение 8 вольт. Итак, стабилизатор L7808 впаян. Ну а теперь собираем эту радиостанцию в обратном порядке. Обязательно мажем термопастой соединение транзисторов с шасси. Термопасту буду применять Evercool
Еще по советам на форуме нужно расширить полосовые диапазонные фильтры. Вот эти фильтры 145 МГц, этот ряд фильтров для 250 МГц, следующий ряд фильтров 350 МГц и ряд фильтров 430 МГц. 430 МГц я не трогал, настроил 145 МГц на частоту, немножко его зубочисткой разжал, и эти фильтры 250 МГц и 350 МГц настроил по максимальной выходной мощности. Также заменю стандартный радиатор выходного транзистора на более массивный. Вот такой. Радиатор имеет следующие размеры. Также на форуме есть еще одна модификация с дополнительным выходом для SDR приемника, но делать я ее пока не буду. Возможно, в процессе она мне пригодится, и уж тогда я ее доработаю. На этом модификация радиостанции пока заканчивается. Возможно, в дальнейшем буду ее дорабатывать, потому как прогресс не стоит на месте. Подключил к выходу SATCOM КСВ ваттметр. К нему подключил 50-омную нагрузку. Проверим выходную мощность на средней мощности. Ток 2,67, 2,75. Вт. Меняю выходную мощность. Потребляемый ток 3,29. Выходная мощность 20 Вт. Частота 255-550 на средней мощности. Потребляет 2,8, почти 2,9 ампера. Выходная мощность около 9 Вт. Теперь проверим на максимальной мощности. Потребляемый ток 3,6 ампера, почти 3,7. Выходная мощность 18,5 Вт. В общем, прошелся по диапазону. В среднем максимальная мощность получилась от 15 до 23 Вт, а на средней мощности от 8 до 14. Меня вполне устраивает такой результат, да еще и с таким транзистором, который рассчитан на 6 Вт выходной мощности и питанием 12,3 вольта. И работать на SATCOM буду только на средней мощности, чтобы не спалить выходной транзистор. Как придет транзистор на 15 Вт, после его замены можно будет работать и на максимальной мощности. Но пока так. Ну и нагрев радиостанции заметно понизился, что не может радовать. И еще, дорогие друзья, хочу упомянуть про одного блогера. Его канал называется Егор Довгань. Он поделился со мной частотами на SATCOM в файле с расширением DAT на 194 канала.
У него на канале вышло видео про модификацию этой радиостанции, и он в видео заливает эти частоты. Обязательно посмотрите. Он выложил файл с этими частотами под свое видео. Егору привет и огромное спасибо. Ссылку на его канал я оставлю в описании под видео. Переходите и смотрите. И еще один подписчик просил схему блока питания на ламповый регенеративный приемник по схеме Ромаса. Вот схема. Собирайте, все отлично работает. Кто не видел видео про этот приемник, обязательно посмотрите. Оно есть на моем канале. И в завершение хочу сказать спасибо за просмотр этого видео. Всем творческих успехов в нашем интересном деле. Собирайте разные схемы. Работайте в эфире. Всем пока.